Всем привет! Сегодня будем делать очень простое, но действенное упражнение, как перестать бояться цвета. То есть мы будем сегодня бороться с тем, что бывает у каждого, я думаю, в процессе его рисования, что вы так водичкой, 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 никак не набирается цвет, и если что-то капнули, так сразу страшненько убираете. В общем, иногда хочется прям сочненько так написать, но есть какие-то барьеры внутри, что-то вот не получается, вы все равно вмешиваете какие-то цвета. В общем, какие-то есть внутренние такие препятствия. Мы сегодня будем снимать этот блок. Мне это упражнение очень сильно помогает, я периодически его делаю, потому что я тоже люблю писать очень сложненько, пыльненько, так, чтобы все цвета были немножко такие переусложненные. И вот такие вот яркие упражнения мне помогают снова как бы влиться в процесс, немножечко обновиться, убрать страхи, блоки. Поэтому мы сегодня начинаем сразу с сделанной графики. Я вот этот рисунок постараюсь почистить, загрузить и оставить вам ссылку, чтобы вы могли, если что, распечатать или переснять его. Если вам, например, он понравился, и референс обязательно оставлю отдельно, если вам захочется. Вот, чтобы просто чисто цветом сегодня начать работать, потому что для создания вот этого рисунка я потратила достаточно много времени, потому что вот эта решеточка, ну, она на самом деле очень классная. Но я выбрала этот рисунок, как вы понимаете, я думаю, что вы видите уже в этом углу его насыщенность, он розовый, тут кусок зеленый, розовые цветы, здесь тоже кусочек зеленого, в общем, потрясающий яркий рисунок, он нам идеально подходит для сегодняшней задачи, поэтому давайте начнем наслаждаться. И упражнение заключается в том, что мы будем брать чистые цвета. Вот без каких-либо примесей. Я прям буду из кюветиков брать, ну, я немножечко через палитру буду, чтобы немножко снять, если что. Но сильно смешивать мы не будем. Мы будем смешивать прям вот на самой работе, то есть либо сверху перекрывать каким-то цветом, но все равно будем стараться прям вот а-ля прима писать, то есть одним махом, одной заливкой, поэтому я очень советую вам взять бумагу с хлопком, чтобы немножечко водичка подержалась подольше, потому что целлюлоза, она быстренько впитает, и вы не сможете так перелить очень быстро. Либо вам придется очень быстро работать. Вот. Из-за того, что я достаточно медленно работаю, я все-таки беру, у меня здесь 70% хлопка, и это мне позволяет достаточно долго варьироваться и что-то переделать. Так, все, давайте пойдем. И, конечно же, мы начинаем с самой двери. Мы набираем розового. Сейчас я посмотрю, у меня есть два розовых. Какой именно подойдет нам? Давайте начнем, наверное, с этого. Нет, вот. Я нашла. Вы, в принципе, можете любой розовый взять, если он у вас есть в палитре. Но желательно, чтобы это все-таки был чистый цвет. Без примесей. Хотя это, скорее всего, двухкомпонентный цвет. Так, и теперь вот вы набрали из кюветика вашего цвета и заполняем им все, потому что вот этот цвет, это у нас будет, видите, здесь освещенная часть. Вот этот цвет освещенной части. Но мы покроем все, а тень мы потом добавим. Ну, вот сейчас мы все покроем, потом мы добавим фиолетовенького, немножечко желтого, ну, в общем, будем потом вливать. Нам главное переступить вот этот самый первый шаг и ляпнуть цвета самого такого насыщенного. Вот так вот смело. Единственное, что не забывайте про рамки, из-за этого я взяла поменьше кисточку, чтобы вот здесь всякие такие детальки не упустить. Ну, про рамки я имею в виду вот эти. Так. Они беленькие, красивенькие, очень красиво смотрятся. Не хочется их терять. Так, и прям плотненько заполняем все пространство. Вот здесь у нас будет зелень, поэтому тут как-то аккуратно надо поступать.
Так, здесь вот эта штука розовая, да, точно. Вот эта балочка, она тоже розовая. Добавляю немножко цвета. Мне надо ускоряться. Видите, я достаточно медленно работаю. Поэтому, конечно, хлопок это мое. Хотя раньше я все время рисовала на целлюлезе. Я даже, честно, не знала о том, что есть какие-то другие варианты. Просто я считала, что есть хорошая акварельная бумага, есть плохая акварельная бумага. А потом, как узнала, теперь меня не остановить. В принципе, для повседневных каких-то работ, таких тренировочных, я часто использую бумагу с 10%, 10% хлопка. Потому что, в принципе, хлопковая бумага достаточно дорогая на самом деле. Это единственный ее минус. Потому что хорошую целлюлозную бумагу можно найти, так, за нормальную цену, вполне себе. А вот достаточно недорогую хлопковую бумагу, тем более 100%. Но 100% вообще нету, достаточно дешевой. А так, чтобы 50-70%, еще как-то можно. У меня, кстати, фирма Palladium или что-то такое. Достаточно такая популярная. И можно попробовать, если что, не жалко будет, потому что они достаточно бюджетные варианты. Хлопковые бумаги производят. Они хлопковые, рисовые делают. Кстати, рисовые еще не попробовала, но в скором времени хочу. Так, вот наша розовая дверь. Теперь беру желтенький. Ой, он у меня уже смешался с розовым. Плохо кисть промыла. Надо сразу взять салфетку. Я все время забываю. Чтобы заранее себе брать салфеточку. Так, желтенький набираем, желтенький. Сейчас розовый немножко вымоется из кисточки. Так, надо быстрее. Все высыхает, все высыхает. Ладно, пусть он уже будет смешанный. Я хочу немножечко лимонного добавить, чтобы он был поярче. И вот сюда мы добавляем. Вот так. Немножечко сюда. Где у нас тут тень проходит? Так. И вот сюда. Так, тут у нас такая полосочка. Здесь у нас заканчивается тенюшечка. Теперь пора фиолетовый включать в работу. Напоминаю, мы работаем прям такими открытыми цветами. Так. Просто если тень, то вот кажется, что она фиолетовая. Берем фиолетовый. Не делаем сложно сочиненных цветов. Это немножко сейчас не наша история. Так, теперь я хочу немножко розового сюда добавить. Тут немножко все-таки сливаю один цвет в другой. Хочется, прям хочется розового прям туда вот влить. Чтобы он туда смешался с фиолетовым, чтобы было насыщеннее. Так. Вот сюда хочется добавить. Так, аккуратненько. Не задеваем. Такс. Немножечко уже смешалось, но все-таки я стараюсь смешивать на холсте, на нашей работе. Так, теперь сюда. Вот так немножечко обозначим. У нас здесь тень. Здесь у нас проходит тень. А где у нас здесь? Так, сейчас еще. Я уже чисто розовым пишу. Здесь есть немножко фиолетового, я его оттягиваю просто. Так, вот здесь у нас так вот проходит. Так, и туда уходит. Такс. Теперь вот здесь обозначаем тень. Теперь я хочу вот сюда немножечко добавить.
хочется и так, и вот так. Немножечко сюда. Видите, как у нас уже заиграла красками. Теперь хочется немножко ультрамарина. Я всегда люблю добавлять ультрамарин в тень. Всегда дает такую красивую глубину. Такую вот чистую, красивую, что сложно удержаться. Прям сюда так, в капочку. Вкрапливаю так. И все, чуть-чуть. Вот сюда хочется. Здесь я прям проведу. Потому что здесь такая тень очень яркая. Оп. Видите, она так начала растекаться, пока у нас мокренько. Вот сюда тоже можно. Красота. И вот после того, как у вас появляется первое яркое пятно, после этого уже, мне кажется, ничего не страшно. Уже можно дальше... То есть любое другое соседнее пятно, оно уже не будет казаться таким ярким, каким-то насыщенным. Все уже остальное вообще не страшно. Теперь я хочу немножечко... Знаете что? Вот здесь убрать. Немножко почистить. Потому что здесь все-таки светлая часть. Это выступающая, ну, типа накладочка двери. Она у нас выступает вперед, поэтому она не может быть ни в тени, ничего. Так, давайте еще немножечко розовым. Так, бахнем розовым. Сюда хочется. Хорошо он набирается. Так. Но все-таки не заливаем уже полностью, а немножечко добавляем. Сюда тоже его хочется, видите, там такая прям яркая полоса. Из-за того, что здесь солнце, оно, конечно, добавляет такого ощущения. Здесь у нас, кстати, начало осветляться. Я хочу немножечко добавить. У меня есть другой фиолетовый, он такой более, видите, он как средний между вот этими всеми. Между розовым и таким классическим фиолетовым. Хочу вот еще добавить. Это, наверное, и классического хочется немножко. Классический фиолетовый. Добавляю. Вот сюда немножечко. И вот сюда. И вот сюда. Опять залезла? Ну ладно. Сейчас протру. Бывает такое. Вот. Смотрите, как у нас уже ярко, насыщенно. Прям вкусненько получается. Текст опять убираем. Вот эту хлопковую можно мыть. Ну вот, видите, пару раз. Ну, я не мыла, убирала, но все равно не сильно много раз ее можно мыть, потому что я знаю, есть некоторые такие более плотные и фактурные бумаги, которые можно мыть. С ними ничего не происходит. Но они очень редко встречаются. Это прям нужно выгадывать, высматривать такие. Но я встречалась пару раз. Пока училась в училище, это было актуально. Потому что когда долго рисуешь, приходится не один раз что-то смывать, перемывать. Поэтому такая бумага была прям очень кстати. Так, вот сюда теперь. Сейчас я просто вот розового добавляю по чуть-чуть в интересующие меня места. Так, вот здесь немножко фиолетового добавлю. Здесь немного. Так, в какой-то момент надо остановиться. Возможно, мы еще продолжим. Но я бы пока остановилась, дала бы высохнуть, потому что я хочу сейчас зеленый начать, но мне нужно поменять воду. И пусть оно все-таки немножко подсохнет, чтобы увидеть всю картину. Так что давайте сохнем и встречаемся через паузу.
Итак, возвращаемся. Здесь у меня еще полностью не высохло, потому что это хлопок. Ждать долго не хочу. Зато я помыла палитру, помыла водичку. У меня теперь чистенько. Давайте переходить тогда уже к... кстати, я помыла палитру. Можно было розовые цветы сделать. Вот что можно было. Ну, давайте, ладно. Можно как раз и их сделать таким же оттенком, как и нашу дверь. Что-то мне захотелось еще и дверь немножко добавить. Давайте пока все равно намешали. Немножечко сюда и сюда. Ой, залезла. Надо сразу вычистить. Идь. Там будет желтенький. Так, сюда немножечко добавим, и сюда, и вот сюда. Таким чистым цветом. На самом деле, в итоге чистого цвета так и не получилось. Я вам говорила о том, что надо чистым писать. А в итоге сама и не писала чистым. Куча тут смеси уже. Вот так вот. Всегда так получается. Так. Вот здесь хочу что-то полосочку. Так, ладно, все. Теперь точно двери не буду трогать. Надо только внутри ее потрогать немножко. Кстати, можно вот эти штуки сделать. Они же тоже розовые. Внутренности надо будет только сделать. Так. Делаем цветы. Они такие более все-таки фиолетоватые, я бы сказала. Чуть-чуть так неровненько все делаем, неровненько. То есть они у нас тут такие вот возникают периодически, чуть-чуть. Так, чуть-чуть развести. Так. Сюда. Здесь чуть-чуть. Чуть-чуть добавим. Там чуть-чуть, там чуть-чуть. Еще, значит, хочу. Еще розового, Вот этого оттенка, такого более тепленького хочу. Так. Добавим немножко. И тут. Так, теперь вот как раз можно немножечко влить фиолетового. Вот этого тепленького такого. Так, чуть-чуть совсем. Я думаю, достаточно. Так, вода у меня вроде не сильно розовая. Так что можно зеленый писать. Я беру чисто зеленый. По-моему, у меня это называется травянистый зеленый. Видите, он такой тепло-зеленый. Сразу идет по дырке в моей кювете. Понятно, что я его очень люблю. И заполняю все пространства, которые я предполагаю, что будут у нас такого оттенка. Как бы я вижу. То есть, видите, получается, солнечный свет вот так вот проходит в таком направлении, поэтому... А здесь будет все в тени. Так, здесь надо быть аккуратной, чтобы не залезть в дверь, не залезть в цветы. В общем, надо быть так. Здесь практически все в темноте. Вот здесь можно плюхнуть хорошенечко, потому что здесь выпуклая часть нашей зелени. Она хорошо освещена. Так. Как раз то, что нам нужно. Так. Еще немножечко цвета. Цвета. Так. Здесь. Ой. Так. Угу. Мы потом подступимся к цветам. Нам надо просто, чтобы сейчас у нас не перелилось. Мы такую мозаику будем делать зеленую. То есть один оттенок зеленого, другой оттенок зеленого, третий оттенок зеленого. О, кстати, здесь красненький еще есть. Мы сейчас еще красненький сделаем. Так, теперь я хочу желтый.
Я хочу чисто желтый. Кисточка прилипла к цвету, бывает. Так. И добавляю немножко чисто желтого. Вот здесь немножко. У нас там как раз солнце падает. Желтый наш может перемешиваться с зеленым. В принципе, здесь практически все в тени. Вот здесь на свету, поэтому добавляем. Так. Ой, вот как раз то, что я не хотела, но ладно, не сильно страшно. Так, ой, чуть в зеленый не макнул. Здесь тоже немножко добавляем желтого. Так. Очень хочется уже темного, но темного мы подождем. Надо еще какой-нибудь средний сделать зеленый, а потом только темный. Обойти наши цветы, но это когда они засохнут. Что пока что нам это недоступно. Иначе все смешается. Так, пока у нас все сохнет, мы, кстати, можем сделать вот здесь улицу, вот здесь красным бахнуть. Бабахнуть. Так, я возьму классический кропок красный. Немножко добавлю еще красного другого, такого чуть-чуть похолоднее, чуть-чуть поярче. По-моему, алый. Надо просто похолоднее. Так, сейчас переверну, чтобы мне было удобно. Вот так вот. У нас тут единичка белая, поэтому я ее обхожу, чтобы потом не добавлять ничего белого. Так. Хотя против этого я, конечно же, ничего не имею. Сама регулярно занимаюсь тем, что добавляю белые блики. Ну, что-нибудь белым дорогатым. Но в этом случае у меня здесь все нарисовано, так что можно обойти. Так, теперь знаете, что хочется? Я бы на самом деле внутренности здесь еще прорисовала. Тут еще на самом деле рисовать и рисовать, но хочется немножко внутренности. Так, я сейчас намешаю красочку. Вот здесь нам нужно будет, наверное, все-таки смешать, потому что нам нужен какой-нибудь темный. У меня это серая пена и фиолетовый, наверное. У нас такой густой темный замес был. Ну, не хочется черным, конечно, потому что все-таки черным делает немножечко грязь. Он хорош в акцентах, в маленьких количествах, когда вот прям нужно черное что-то сделать. Но у нас это не наш случай. Нам тут не обязательно. Тем более, что у меня линером уже проделано. И заполняем все наши промежутки. Что-то мне не нравится эта кисточка. Сейчас я возьму другую. Так, вот это будет поудобнее. Мне более короткий ворс. Да что ж такое? Тарахтит так. И она такая более графичная. Потому что чем длиннее ворс, тем как бы можно меньше управления получается. Так. Здесь тоже очистим. Чем короче ворс, тем вы точнее можете нанести удар, так сказать. Так, заполняем все эти пустоты. Хорошо, если они будут немножечко разными. Где-то плотнее, где-то меньше, где-то больше, где-то светлее, потому что все равно там какая-то жизнь внутри. Нужно, чтобы она оставалась. Это самая жизнь. Так что если у вас квадратики получаются разного оттенка, разной плотности, ничего страшного в этом нет. Это даже хорошо. Так.
Это достаточно длительное занятие. Но рисовала я их, в принципе, дольше. Так что давайте я к вам вернусь, когда я закончу, чтобы не утомлять вас. Итак, я закончила со своими решеточками. Я надеюсь, вы тоже. Поэтому продолжаем работать дальше. Сейчас мы немножечко над огружением поработаем. Заполним как раз вот эти места. И продолжим с нашей зеленью, потому что розовый вроде бы уже подсох. Так, я хочу вот эти вот штучки желтенькие сделать. Они же у нас вроде типа металлические. Поэтому какой грязный цвет у меня в охре был. Такс. И сюда желтый раз, желтый два. Ручечку. Так. Все. Так. Теперь вот здесь мы будем, наверное, немножечко смешивать, потому что надо какой-то средний такой голубоватый, бежеватый, что-то такое вот для нашего окружения. Немножко такого грязненького цвета нам надо. Так. Чуть-чуть здесь. Так, тень мы сейчас сделаем отдельно, вот эту. Мы пока фон набираем. Так. Здесь тень. Сейчас хочу немножко больше голубого. Так. Здесь немного больше голубого добавим. Здесь и здесь. Здесь у нас тоже тень. Это, я так понимаю, сломанная немножко плитка. Так. Так. Здесь у нас тоже какое-то такое дин-дин-дин. Объяснила очень подробно. Но думаю, что вы меня поняли. Тут немножко еще здесь темнее. И вот здесь прям сильно темно у нас. Так. Так. Так, теперь охру. Чистую охру я беру и вот здесь внутреннюю часть, как его называют, дверного проема, наверное. Так она, эта часть у нас. Прорабатываем. Так. Чуть-чуть сюда. Мы сильно окружение не будем делать, вот только совсем чуть-чуть. Теперь хочу прям голубого-голубого здесь сделать тень. Наметить, что у нас здесь тень есть. Совсем чуть-чуть. Вот так. И здесь тоже. Так. Наметим, что у нас тут от этих от этой зелени, она же не четкая такая тень, а чуть-чуть порванная. Так, больше я не хочу прорабатывать. Только в одном месте. Здесь немножечко утемню. Так. Здесь хочу немного больше. И вот здесь хочу. Вот. Это моя собака. Так. И вот здесь тоже немножечко. Тенюшечка. Здесь тоже тенюшечка. Да. Ну, я думаю, достаточно. Все, надо переходить к зелени, а то я никогда не отстану.
Хочу еще сразу наметить ствол. Это у нас ствол от этого дерева. Ну, или дерева, куста, цветка. Я не знаю, что это такое. В общем, от него у нас есть ствол, из которого все растет. Так, теперь нам нужен обычный зеленый. Это классический зеленый. Вот такой вот он простой. Я чуть-чуть подмешиваю его в травянистый зеленый. И мы теперь заполняем дальше пустоты наши. У нас потом будет еще холодный совсем зеленый. Мы, скорее всего, такую изумрудку возьмем и проработаем еще. То есть, как я говорила, мозаикой немножко заполняем так. Один цвет проработали, второй цвет проработали. И добавляем. Вот здесь как раз уже можно хорошенько так проработать, отдельные листочки, подобраться к цветочкам, потому что они у нас высохли. Тем более под цветочками всегда будет немножечко темнее. Ну, то есть от них тень будет. В любом случае, вот здесь у нас вообще темное место, я помню. Тут у нас чуть-чуть внизу темнее, чем здесь. Потому что они под своей тяжестью, получается, утемняются. Так. Сюда, вот сюда. Сюда можно немножко зайти. То есть не четко очерченная зелень, такая все-таки немножечко она в свободном полете. Конечно, у нас тут уже фиолетовый, немного накладывается. Ну ничего. Сюда можно немного больше. Я стараюсь, видите, не залазить на светлые участки, ну, не сильно, по крайней мере, залазить на них. И на желтые тоже, на цветы. Все это обхожу, заполняю участки свободные от других цветов. Так. Здесь можно уже сильно не усердствовать, пусть оно туда уходит менее проработанным, чем здесь. Так, смотрите, какой у нас уже яркий рисунок. Он уже заиграл у нас яркими красками, это радует. Так. Теперь я предлагаю сразу переходить к изумрудке. Чтобы оно, если что, у нас немножечко даже сливалось. Это будет хорошо. Так. Здесь у нас прям сильно темное должно быть, потому что это у нас все в тени. В тени вот эту часть. Так, и вот здесь немножечко тени добавим. Так, вот сюда можно как раз на фиолетовый зайти немного. Изумрудно будет красиво. Так. Сюда. Сюда можно зайти немножко. Так. И сюда чуть-чуть добавляем, прям стараюсь. Но все равно оно должно быть, потому что как бы зелень неравномерная, и мне вот эти вот темные и светлые участки, они так чередуются постоянно в такой мешанине. Когда у нас такая общая шапка зелени, то, конечно, каждый лепесточек мы не будем прорисовывать. Будем обозначать чисто вот такими вот мазочками. Я бы еще, знаете что? Я бы, как обычно, взяла бы ультрамарина. И прям сюда так вот, тик, чуть-чуть, прям в тенюшечку. Чуть-чуть. Вот сюда, вниз, вот здесь явно будет очень темно. И оно и так и есть по картинке. Потому что она заворачивается
под собственным весом и объемом. Так, вот здесь у нас такая темная, провал темный такой. Его можно здесь тоже, да, под цветочком тоже будет. Так, все, думаю, достаточно. Теперь хочется на самом деле немножечко добавить в цветы цвета. В цветы цвета мы будем добавлять. Так, вот этот, да, у нас такой более холодный. Вот этот. Давайте чуть-чуть красного такого. Вот такой немножечко другой розовый. Я просто сделала чуть-чуть другой. И немного его добавлю. Что-то получилось так, что по сравнению с зеленью немножко потускнели наши цветочки. Они не такие, они другие. Они тоже хотят быть очень яркими. Поэтому и вот здесь можно немного добавить их. Там, где, видите, у нас остались у меня, по крайней мере, белые участки, я могу их добавить. Так. И вот здесь чуть-чуть. И вот здесь немножечко добавим. В принципе, это выглядит уже очень даже неплохо. Я думаю, что на этом можно остановиться. Мы же хотели упражнение, чтобы не бояться цвета. И мне кажется, вот это изобилие цвета вообще показывает нам, что очень даже все ярко, насыщенно, и никто здесь не боится цвета. Так что делайте такие упражнения, они веселые, интересные, и можно воплотить кучу всего, в кучу ваших фантазий, снять какие-то ваши внутренние блоки. Ну, в общем, надеюсь, вам поможет, подскажет что-то, повеселит вас, доставит вам удовольствие. Так что подписывайтесь, ставьте лайк и до следующих уроков. Пока-пока.